Друзья, всем привет! Вы на канале Рыболов Копатель. И снова велокоп. Двигаюсь на раскопке. Проезжаю железнодорожный мост через Калининградский отводной канал. Посмотрите, как все затопило. Сегодня без осадков, к счастью. Вот тут все сухо было. Вот там вот летом было сухо, сейчас все затоплено. Все под водой, друзья. Двигаюсь на коп. Тут мне привет просили передать. Передаю привет Надежде и Олегу. Привет, ребята. А я поехал дальше. Тут, как говорится, главное под кабанью миграцию не угодить. Посмотрите, как леса затопило. А новости смотришь, так у нас в области тоже, в Неманском районе, там потопы целые. Река из берегов вышла. Потому что просто немеренное количество осадков. Немеренное, друзья, немеренное. Все, поехал дальше. Ветра не прошли бесследно. Посмотрите. Вот в Капонир береза упала. Здесь тоже сложила. Чувствую, сегодня такая езда с препятствиями будет. Фу. Опа! Поехали дальше. Главное без кабанов, друзья. Фу, главное без кабанов. А видать, снежная вода подтаяла и как будто бы луж меньше стало. Это радует. Такой лес больше осенний, чем зимний. Не так ли, господа? Не забывайте ставить палец вверх, писать ваши комменты. И те, кто еще не подписан, оформлять подписочку на канал Рыболов Копатель. По лесу артефакты развешаны, что в лесном музее. Крюк уже врасти успел. Природа равняет все с собой. Аппаратура готова к бою. Пин, лопата, водичка. Друзья, всем спасибо, кто откликнулся. И Леха Чус мне написал, и генерала я встречал, и ребята местные писали: Паша, возьми прибор, возьми. И Equinox 600, и ORX, и Deus, и что только мне не предлагали. Всем большое спасибо. Я очень признателен за вашу поддержку. Но, ребят, я хочу еще маленько с ним поработать. Как-то вот очень интересно, очень. Тем более канун Нового года, каких только чудес не случается, друзья. Поэтому поздравляю всех с праздником наступающим. Самое главное — здоровье. Здоровья вам и вашим семьям. В магазине у деда Мити вы можете купить металлоискатели, катушки, поисковые магниты, лопаты, рюкзаки и другие аксессуары для приборного поиска и коллекционирования. Профессиональные консультанты помогут сделать ваше увлечение не только удобным и комфортным, но и результативным. По системе Trade-in вы сможете обменять свой старый прибор на новый максимально выгодно. Для поисковых отрядов действуют особые условия. Используя промокод Рыбакоп, вы получите приятный бонус или скидку. Переходите по ссылке в описании. Вот видео начал записывать отсюда, как ломанулась косуля. Ребят, просто лес полон дичи. У меня такое впечатление, что кто-то тут был после меня, потому что вот ямы появились свежие. Я там не копал. Вокруг здесь пошевелили. Ну ладно, ничего страшного. В этот день я решил продолжить копать яму, которая располагалась по соседству с той, которую я копал в прошлом видео. Она тоже уже была начатая, но тем не менее ходить далеко не нужно. Зачем искать что-то лучше, если есть, в принципе, в шаговой доступности. Тем более у меня полная импровизация.
Я намеренно отказался от всех предлагаемых металлодетекторов. Конечно, спасибо всем большое, ребят, но мне хочется покопать именно таким образом. Только пин и лопата. Может, это что-то поменяет у меня внутри и в дальнейшем заставит изменить подход к раскопкам, когда будет починена катушка. Может, я что-нибудь новое узрею, сделаю выводы какие-то. Поэтому, раз так, пусть будет так. Толстое немецкое стекло. Гвоздики. Интересно, но именно в эти моменты, когда я начал выезжать без прибора, начинаешь понимать, что вроде бы находки и не так сильно важны, как это может казаться. Важен сам процесс поиска. Становится уже хорошо, когда ты выезжаешь за город, едешь через лес, наблюдаешь всю эту природу, сливаешься с ней. Пусть ты и в грязи, пусть мокрый, но в этом определенно что-то есть. Еще заметил, что особое удовольствие от выезда на раскопки получаешь тогда, когда едешь туда именно один. Не знаю, с чем это связано. Может быть, с концентрацией, может быть, с тем, что не отвлекаешься на съемки находок товарищей. Но когда один, ты 100% кайфуешь в лесу. Ага. Это стальной зацеп, друзья. Не могу понять только от чего. От сумки, что ли? Ну что, он стальной? И вот ты достаешь какую-то очередную мелочь, но в то же время ты понимаешь, какими трудами она тебе досталась, и получаешь удовольствие, как будто ты нашел награду или что-то существенное. Ну вот шмурдячок пошел. А есть шмурдяк, значит что-то и путнее может быть. Так. Как-то вот больше не в глубину опять, а вот сюда вот. Тоже палатка, возможно, стояла. Я вот прям рядом копаю с той ямой с прошлой. Что это такое, ребят? Что за окинак? Кто знает? Вас издаст. Какая-то рукояточка, что ли? Тут же еще две пуговки и люверс палаточный. Тут сигнал какой-то. Петелька непонятная. Петли, что ли?
Вот он. Фрагменты жировницы. Стекляшки. Короче, всякий шмурдяк лезет. Всякие пряжки стальные, фрагменты кожи, бутылки битые. Тут колосник, по-моему, был с цифрой 2. Кожина вот какая-то фигачит просто. Пуговица. Еще не глубоко относительно. Так. Что тут у нас? Еще пуговицы. Пуговицы разных мастей и сортов. В общем, один хлам и одна мелочевка. Попробую переключить. Так, переместился на несколько сот метров в сторону. Вот идет, на видео не очень видно рельеф. Такая траншея. Вот тут ее угол кто-то копал. И она заходит сюда. И вот здесь как типа небольшой блиндажик был, похоже. Попробую тут покопать. Сразу же деду новогодние дела. И сейчас поменяю батарейку. В этом китайце крона стоит. И надо использовать обязательно алкалиновую батарейку, потому что если обычная крона, то он какофонить начинает, как-то неадекватно работать. Вот это, в принципе, она еще рабочая. Но я решил поменять, потому что я думаю, все-таки вот это уже стоит у меня очень давно, а новая батарейка может прирост небольшой дать. Все, батарею поменял. Сейчас вот тут в углу попробую закопаться. Посмотрим, что будет. Есть еще очень важный момент. Нужно правильно рассчитать силы. Ну, приехать на велосипеде по бездорожью за 15 километров — это одно. Копать — это другое. А ехать назад, вот тут вот история становится интересной. Вот как-то важно так распределить силы, чтобы дорога назад не стала мучением. Будет. Что тут пикнуло у нас? Вот так разрылся. Дождик закапал, ребят. Ну, какие-то гвоздики. Вот маленький осколочек посуды. И сигнал был что-то кругленькое, вроде монитос. Посмотрите. Советы, по-моему. Пятнашка, да. 15 копеек. Сейчас год нащупаем. '55 год. Вот так вот. О, задождило. Ладно, еще чуть поковыряю, посмотрим, что будет. Что это за позиция такая вообще с такой монетой.
Мороженые веселки обнаружил. Подснежные. Смотрите. Раз. Два. Вот она. Даже не поешь, блин. Жесть. Ладно. Короче, после советской монеты еще сменил я 3, по-моему, позиции. Заглублялся. Но ничего, одни гвозди, какие-то осколки. И т.д., как говорится, друзья, и т.п. Ой, как глубоко. Короче, похвастаться нечем особо. Но нагулялся, ой, аж кушать захотелось. Короче, не знаю, в этом году еще поеду или нет, будет время, нет. Получится, не получится. Может и нет. Так что вот такой получился выпуск у нас, ребята. Блин, главное в луже не остановиться. Ой-ой-ой-ой. Короче, такой вот экстрим. Поеду домой, питаться, кушать. Всем большое спасибо за просмотр. С наступающими праздниками. Добра, здоровья, благополучия. Может, что-нибудь еще в этом году. Там все мне говорят, покажи музей. Нету музея никакого, ребят. Так, есть кое-какие артефакты. Даже не то, что найденные, а что-то помененное, что-то подаренное. Так, кое-что есть. Может, и покажу, может, и запилю видос. Так что ждите. Лайкосики. Всем пока.